Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. Еще помимо этого, раз в полгода я делаю топы. Почему я это делаю? Все очень просто. В течение года много девайсов выпускается новых на рынок в разных ценовых сегментах. Для примера, у меня уже есть на канале топ-10 смартфонов по соотношению цена-качество среди флагманов, топ-10 смартфонов до 50 тысяч рублей, топ-10 смартфонов до 30 тысяч. Сейчас вы смотрите на топ-10 смартфонов до 40 тысяч, и мы все помним, как курс плавает. Этот топ, разумеется, актуален на сегодняшний день. У нас сегодня 9 ноября и скоро будет 11 ноября. Все, что представлено в топе, мной лично тестировалось. Насколько эффективно, эффектно и хорошо, по моему мнению, вы узнаете сейчас в ролике. На канале было уже больше 300 смартфонов, и моя политика проста. Стараться, чтобы в топах были только новые девайсы. Почему? Потому что это вам кажется, что покупая старый девайс, вы делаете что-то выгодное. Нет. В первую очередь поддержка меньше, во вторую очередь, когда вы покупаете старую модель, вам сложнее будет ее продавать. Это я вам пытаюсь донести сейчас для того, чтобы вы понимали, почему в моих топах, по вашему мнению, возможно, не будет каких-то устройств, которые топами были раньше. Допустим, OnePlus 10T. Классный смартфон, но он вышел год назад. Минус год поддержки. Вкусные цены, конечно же, можно приобрести. И таких примеров будет море. Заранее извиняюсь за столь нудный и долгий вход, но он у меня примерно одинаковый. Почему? Во всех топах у меня примерно одинаковые топы. Потому что, когда вы приобретаете смартфон, вы должны помнить, что в основном вы будете с чем контактировать правильно? С экраном. Мне кажется, что с экранами наших смартфонов большинство из нас контактируют больше, чем с окружающими людьми. Во всяком случае, последние года 3. И поэтому все эти характеристики, которые сегодня вам, может и кажется, будут не важны, начиная от работы Bluetooth и GPS, завтра, когда вы будете использовать этот смартфон как компьютер фактически, и плюс еще видеокамеру, вполне возможно, вам понадобится. Поэтому, если вы выбираете себе устройство, постарайтесь посмотреть либо мой стрим в записи, первая ссылка будет на него, как выбирать смартфон, за год ничего не поменялось, либо посмотреть других блогеров и понять для себя, какое вам устройство необходимо. Если вам необходима камера, это одна история, если вам необходим экран, это другая история, если вам нужен игровой смартфон, это третья история. Универсальных смартов не бывает. И яблоки мне не вспоминайте, они тоже не универсальные. Во всем есть свои плюсы и свои минусы. Топ-10 смартов, которые вы сегодня увидите, я все могу рекомендовать, но по тем или иным причинам. Золотой середины здесь, к сожалению, нет. Есть только моя золотая середина. У вас золотая середина может быть абсолютно другой. Вот здесь будет топ сегодня относительно смартфонов по стоимости. Исключительно по распродажам, то есть сегодня я 10 раз за ролик повторю, я вчера в телеграм-канале скидок своем личном скидывал за 38 тысяч Xiaomi 13T, притом на нашей глобальной площадке. И все, что вы видите в топе, до 40 тысяч купить даже с этим космическим курсом возможно. Напоминаю, что все китайские устройства, допустим, линейка iQOO, она практически не представлена на глобальном рынке, имеют свои какие-то недостатки. Большинство из этих недостатков нивелируется их стоимостью. Почему они нивелируются стоимостью? Потому что вы покупаете устройство вроде бы без одного бенда, допустим, будет в топе один iQOO, у которого нет 20-го бенда, но есть 7-й. Но в то же время он великолепно снимает, у него очуменный запас по мощности, и сформулировать и суммировать все эти качества вы можете только для себя сами. Я могу вам сказать, что просто-напросто все эти 10 устройств, которые вы сегодня увидите, они, по моему мнению блогера, классные. Смотрим. Ежедневно выгружаю по одному обзору на основном канале, еще иногда на лайв-канале. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всегда интересного и полезного. Тем более сейчас пойдут распродажи. Веселых цен уже много, притом их анонсируют заранее. Так что если что, зашло и хотите успеть и урвать пораньше, по нормальному ценнику заходите, смотрите, кидайте в корзинки. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, и 11 числа еще Honor Magic 5 Ultimate разыгрываю, напоминаю вам. Заходите, пообщаемся, решим, что брать. Перейдем же к топу 10 смартфонов до 40 тысяч рублей 2023 года. 10 место у меня занимает Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. И да, глобальная версия, которая скорее всего будет называться каким-нибудь Poco, тоже считается 10 местом. В перспективе. Из плюсов данной модели я выделю OLED Huaxing C7 экран с защитой Corning
Corning Gorilla Glass Victus, яркость до 1800 нит, процессор MediaTek Dimensity 7220 Ultra, быструю зарядку на 120 Вт и основной сенсор на 200 мегапикселей. В комплекте со смартфоном мы имеем ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткое руководство, силиконовый чехол, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 200 граммов, а габариты 161 на 74 на 9 миллиметров. Дизайн смартфона лично мне очень понравился, выглядит он своеобразно, особенно в том цвете, в котором покупал я. Рамка из матового пластика, тыльная часть стилизована под кожу. Сборка хорошая, как и качество материалов. Ко всему, смартфон имеет защиту от влаги стандарта IP68, на корпусе расположили разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики. Качество звучания хорошее. Bluetooth кодеков на борту достаточно, к слову, установлен здесь Bluetooth чип версии 5.3. ИК-порт в наличии, но вот мини-джека нету. Вибромотор не топорный и настраиваемый, за что плюс. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED HoaxSync C7 дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus, экран изогнутый, рамки не громадные. Подбородок в допустимой норме. Плотность пикселей 446 ppi, яркость до 1800 нит. Максимальная яркость без включенной функции автояркости выдает 780 люксов. Автояркость работает хорошо, частота обновления экрана максимум 120 Гц с автоматическим режимом. Тест на частоту дискретизации касаний выдал не лучший результат, что я встречал, но и не совсем плохой. Мультитач на борту, и экран спокойным образом откликается на все 10 касаний одновременно, и каждый раз буду напоминать, в отличие от последних яблок с 5 касаниями. Always on Display на борту, но только 10-секундный, то есть обрезанный. Шим выше 15% не поднимается, результаты неплохие. Я бы даже сказал, что, учитывая экран, показатели шима очень хорошие. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, можно завести до 5 отпечатков, правда, один и тот же можно заводить. Распознавание лица срабатывает корректно, притом даже под углом. Биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 7220 Ultra с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота которого 2,8 ГГц, графический процессор Mali G610MP4, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, но, разумеется, у вас будут обновления. У меня смартфон китайской версии, русского языка на борту нет, но на Али уже есть мультиязычная версия данной модели, плюс, разумеется, никто не отменял программы для перевода, хотя я не советую ими пользоваться, потому что к вашему устройству могут получить доступ злоумышленники. Оперативная память LPDDR5 на выбор 12 или 16 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 и 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G, 4G сетей и ниже. Для 4G бенды 7 и 20 отсутствуют, что, конечно же, минус. У меня связь смартфон ловит неплохо, звучание во время разговора хорошее, микрофон и датчик приближения не подводили, при том, что есть блогеры, у которых датчик приближения глючил у этого устройства, и я вам советую иметь это в виду. Запись разговора в стоке есть без уведомления о начале записи, смартфон также оснащен модулем NFC, MirPay устанавливаем и оплачиваем. Все, в отличие от Pixel 8 и 8 Pro, да, в которых NFC модуль бесполезен, но их все равно упорно пиарят. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке устройство выдало результат в 7 часов 28 минут. Заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания на 120 Вт в среднем за 22 минуты, беспроводной зарядки нет. За час в играх с одновременным стримингом на Твиче у меня уходит в среднем 24% в час. Смарт не перегревается, но яркость сбрасывает, при этом играть в целом комфортно. Напоминаю, что на этот смартфон у меня есть на лайв-канале 2 обзора, это один тест в играх и второй тест одним кадром. Вы можете посмотреть, как его основная камера отрабатывает в режиме нон-стоп, когда я об этом смартфоне рассказываю, разумеется, в движении. MHL подключение смартфон не поддерживает, то есть подключать к телеку его нельзя напрямую, по кабелю. В синтетических тестах смартфон показал себя не с лучшей стороны, так как процессор тротлит, в Antutu смартфон потратил достаточно много заряда в тесте на производительность, да и тест памяти показал плохие цифры, учитывая тип памяти. Переходим к, в принципе, самому главному, за что мы всегда переплачиваем и что большинству из нас не нужно. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED-вспышки. Основной сенсор Samsung ISOCELL HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, сверхширокоугольный сенсор Sony IMX355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS, 60 FPS недоступна. Цифровая стабилизация на борту, как и оптическая. Фронтальный сенсор
сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 fps. Минусы: нет 20 и 7 бенда, старенький USB Type-C и урезанный Always On Display. Плюсы: то, что мы знаем, какой смартфон у Poco будет следующим. Резюмирую: Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus — смартфон с очень интересным дизайном, хорошим экраном, неплохим ПО и камерами. Советовать к покупке я его могу с легкостью, но только если вы живете в большом городе и, разумеется, если вы будете все это дело брать на сейле, потому что в долларовом эквиваленте он реально стоит копейки. А вот при конвертации уже да, цена до 40. Девятое место — это OnePlus Ace 2V. И так низко он, вы узнаете почему, хотя его я тоже могу советовать. Данная модель имеет механический трехступенчатый переключатель режимов звука, AMOLED дисплей 2,5D на 6,74 дюйма, пиковая яркость 1450 нит, MediaTek DNT 9000 процессор, основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров, сенсорный отклик по технологии O-Haptics, движок HyperBoost версии 2.0 и не только. В комплекте мы имеем хороший силиконовый чехол, наклейки, краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер питания на бодрые 80 Вт, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения прорезиненного слота по 2 нано-сим-карты. Карту памяти запихать сюда нельзя. Габариты смартфона 162 на 75 на 8,1 мм, а вес 194 грамма. Дизайн смартфона отличается от дизайна прошлых моделей компании OnePlus. Мне OnePlus Ace 2V напоминает Asus Zenfone 9, но при этом выглядит данная модель интересно и стильно. Ко всему, кто любит прямые грани, то у этого смартфона они есть, но с слегка закругленными краями. Тыльная часть в мятной расцветке, из глянцевого стекла Corning Gorilla Glass 5, а рамка алюминиевая. Качество материалов хорошее, как и сборка. На корпусе расположили разъем USB Type-C OTG версии 2.0, далее есть 2 микрофона, механический трехступенчатый переключатель режимов звука и динамики. Звучание стерео, качество звука хорошее. Смартфон имеет сертификацию HRS Audio. В настройках можно найти функцию O-Really Audio, которая создана компанией Oppo Audio Lab, с которой OnePlus скрестили в прямом смысле. В этой вкладке есть предустановки под определенные сценарии использования, но только для наушников. Bluetooth кодеков на борту достаточно, X-образный вибромотор хороший, тактильно приятный и настраиваемый. Сенсорный отклик по технологии O-Haptics с полноценной настройкой на борту. И капорт в наличии, а вот мини-джека не завезли, как и официальную защиту от влаги и пыли. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED дисплеем 2,5D на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей и технологию Lingui Touch. Экран без закругленных краев, дисплей покрыт защищенным стеклом Asahi Glass AGC DT Start 2, рамки минимальные, как и подбородок. Соотношение экрана к корпусу 93,5, контрастность 2 миллиона к 1, 100% DCI-P3 и 100% sRGB, поддержка 1,7 миллиарда цветов, HDR10+, также на борту, плотность пикселей 450 ppi, яркость 500 нит, максимальная яркость 1100 нит, а пиковая яркость 1450 нит. Адаптивная регулировка яркости работает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц, в настройках также можно выбирать 60 Гц, а авторежим работает при включенных 120 Гц. Тест на частоту дискретизации касания выдал средний результат, но в играх отклик отличный. Частота регулировки шима 1440 Гц, функция высококачественная шим затемнения на борту, но как и в Ace 2, по мне она бесполезна. Шим на 100% яркости 30%, на 70 26, на 50 28, на минимальные 40, на нуле 12. Результат меня не порадовал, мягко говоря. Always On Display в наличии. Разумеется, он здесь полноценный, мультитач на борту на 10 касаний откликается хорошо. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает хорошо и довольно быстро. Завести можно до 5 отпечатков. Ко всему, один и тот же отпечаток пальца завести сюда нельзя. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом, но внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek DNT 9000 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,5 ГГц. Графический процессор Mali G710 MC10. Для игр стандартно установлен движок HyperBoost версии 2.0 для улучшения игрового процесса. Интерфейс ColorOS 13 на базе Android 13 версии. Обновления уже прилетали. Интерфейс работает хорошо, микрофризы встречаются, но редко. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 и 512 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что актуально не для многих, но хорошо, что они есть. Для 4G сети Band 7 и 20 отсутствуют, как и Band 79 для 5G. Конечно, это минус. Но отмечу, что у меня у этого смартфона блока для симки не было. С другой стороны, я читал, что он встречается, и поэтому, если вы планируете приобрести данное устройство, разумеется, нужно сначала согласовать все это дело с продавцом в чате. Потому что девайс нереально классный за эти деньги, но возможность блокировки присутствует. Звучание
Звучание во время разговора приемлемое, микрофон отрабатывает отлично, как и датчик приближения. Так как у меня на руках была китайская версия смартфона, запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи. Но русский язык, разумеется, на борту, также есть Google сервисы, Google Play и все остальное. VO LTE и VO Wi-Fi поддерживаются, Bluetooth версии 5.3 Low Energy, многофункциональный NFC в наличии, GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, а в помещении 2 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч, PC-Mark OnePlus Ace 2V не проходит, что стандартно для смартфонов OnePlus. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, а беспроводной зарядки нет, как и реверсивной, разумеется. Смартфон заряжается за 43 минуты от 0 до сотки, в играх за час уходит аж целых 32%. В повседневном использовании данная модель показала себя лучше, чем в тестах. К слову, напоминаю, что все тесты, примеры фото, видео, съемки можно посмотреть в полноценных обзорах на все смартфоны из этого топа. Под роликом я прикрепил ссылки на эти обзоры, обязательно переходите, смотрите обязательно и читайте комментарии пользователей. Ну а если что-то непонятно, приходите в телегу взаимопомощи, пишите там, люди помогут. Главное правильно формулировать вопросы. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей, одной LED-вспышки, одним датчиком цветовой температуры. Основной сенсор на 64 мегапикселя с апертурой 1.7, автофокусировкой и углом обзора 81 градус. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, с фиксированным фокусом и макросенсор на 2 мегапикселя с углом обзора 89 градусов. Оптического зума нет, как и оптическая стабилизация, а цифровая стандартно на борту. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS. Фронтальный сенсор S5K3 P9 SP04 на 16 мегапикселей. И как бы он красиво не назывался, максимальное разрешение для съемки видео у него только 1080p 30 FPS. В стоковой камере имеется много различных режимов, функций для фото, видеосъемки, про режим, как у всех, таймлапс, двойной режим, кинорежим, замедленная съемка, ночной режим, портретный режим, режим длинной задержки и еще много всего. Минусы: нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, нет 7 и 20 и 79 бенда, показатели шума вовсе не радуют, нет Wi-Fi 7 серии и, разумеется, гипотетическая возможность блокировки, но повторяю, что девайс того стоит, чтобы заморочиться и спросить у продавца. Резюмирую, OnePlus Ace 2V великолепный смартфон за свои деньги, мне лично он безумно понравился из-за совокупности всех плюсов и минусов, и поэтому он в топе. На 8 месте моего топа OnePlus Nord 3. И да, те, кто смотрит мои другие топы, они видели, что этот смартфон, в принципе, может быть и в других ценовых категориях. Почему? Потому что он классный и потому что гипотетически его можно урвать намного дешевле, но это сложно. AMOLED-дисплей на 6,74 дюйма, пиковая яркость 1450 нит, процессор MediaTek Dimensity 9000, вибромотор с технологией O-Haptics, переключатели режимов OnePlus Alert Slider, сканер отпечатков пальцев, внедренный в экран, 4К 60 FPS для основного сенсора, а в комплекте со смартфоном положили еще силиконовый чехол, защитную пленку, которая уже наклеена на экран, адаптер питания на 80 Вт, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C и слот в данной модели под 2 нано-сим-карты. Габариты смартфона 162 на 75 на 8 мм, а вес 194 грамма. Рамка у Nord 3 выполнена из пластмассы, а тыльная часть из стекла с матовым покрытием, напоминающим Soft Touch. Качество материалов хорошее, смартфон в руке лежит комфортно и пользоваться одной рукой удобно. Смарт довольно легкий, не габаритный. Заявленного стандарта защиты от влаги у смартфона нет. На корпусе расположили переключатели режимов OnePlus Alert Slider, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, качество звучания здесь среднее. Bluetooth кодеков на борту достаточно, вибромотор тактильно приятный, с технологией O-Haptics, и, как по мне, у OnePlus в этом топе лучшая вибрация. ИК-порт на борту, а вот мини-джека не завезли. Летим дальше. Установлен здесь AMOLED-дисплей на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей. Экран покрыт стеклом Asahi Glass AGC DT Star 2. Рамки небольшие, подбородок не громадный и экран плоский. Соотношение сторон 20,1 к 9. Соотношение экрана к корпусу 93,5%. Глубина цвета 10 бит. Цветовой охват 100% sRGB и DCI-P3. А также есть поддержка HDR10+. Плотность пикселей 451 ppi. Пиковая яркость 1450 нит, что очень даже хорошо. Частота обновления экрана максимум 120 Гц с адаптивным режимом от 40 до 120 Гц. Тач на 1000 Гц. В играх экран показал себя в плане отклика хорошо. Мультитач на борту, и на 10 касаний экран откликается моментально. Показатели шума не лучшие, что я встречал, но это стоит обратить внимание при покупке. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом, и внести биометрические данные можно только одного лица. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает хорошо и довольно быстро. Завести можно до 5 отпечатков, ко всему один и тот же отпечаток завести нельзя. Летим дальше. Процессор установлен здесь MediaTek Dimensity
Dimensity 9200 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,5 ГГц, графический процессор ARM Mali G710MC10, интерфейс Origin OS 13.1 на базе Android 13 версии. Оперативная память LPDDR5X и на выбор 8 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G, 4G сетей и ниже. Для 4G есть 7 и 20 бенд, Bluetooth версии 5.3, NFC смартфон поддерживает. GPS-тест в городских условиях показывает стандартную точность в 1 метр, но в тысячный раз, напоминаю, у Qualcomm точность лучше, хотя он показывает и 3 метра при практическом использовании. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Смарт поддерживает быструю зарядку Super VOOC Endurance Edition на 80 Вт, беспроводной зарядки нет, как и реверсивной. Смарт заряжается от 0 до сотки за 32 минуты, в играх за 1 час улетает в среднем 31%. Смартфон сбрасывает 10% от общей яркости после 30 минут игры, но играть можно. Тротлинг-тест Смарт прошел хорошо. Тест памяти, к сожалению, выдает печальные цифры, но результаты в основном тесте производительности Antutu достигают практически 1 миллиона. И это хорошо. Далее, основной сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей со светосилой 1.8, автофокусировкой и оптической стабилизацией. Прям все по-серьезному. Далее, есть сверхширокоугольный сенсор Sony IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов. Фокус фиксированный, а светосила апертура 2.2. Последний сенсор — это макро на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с фиксированным фокусом электронной стабилизацией находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Минусы: нет мини-джека, плохая оптимизация под игры, как и плохая оптимизация расхода заряда. Резюмирую, OnePlus Nord 3 я советовал и в топе до 30 тысяч рублей. И даже в этом топе модель хороша и точно найдет своего покупателя. По мне, смарт классный. Ну и здесь он довольно выгоден относительно остальных устройств. На 7-м месте моего топа, учитывая реалии с курсом, это Realme 11 Pro Plus. Да, вопреки всему и несмотря ни на что, курс очень сильно перетасовал в рублевом эквиваленте топа. Из интересного в этой модели можно выделить изогнутый AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма, поддержку быстрой зарядки на 100 Вт, вибромотор с технологией O-Haptics, отличное ПО и основной сенсор на 200 мегапикселей с апертурой 1.69. И это прям сильно. Комплект поставки хороший, силиконовый чехол, смартфон, наклеенная защитная пленка, ключ, которым можно доставать, слот под 2 нано-сим-карты, блок питания на 100 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. В бежевой и зеленой расцветке данная модель имеет трехполосный шов на тыльной части. Внешне смартфон лично мне понравился. Над дизайном команды Realme Design Studio работали вместе с бывшим дизайнером принтов от Gucci. Правда, почему он бывший? Всегда вопрос, правда? Тыльная часть выполнена из искусственной кожи, а рамка пластиковая. Весит 11 Pro Plus 190 граммов, а размеры 162 на 74 на 9 мм. Разъем USB Type-C OTG версии 2.0. Также есть два микрофона с шумоподавлением, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и предустановками звучания. Вибромотор с поддержкой технологии O-Haptics, и настроить интенсивность сенсорного отклика возможность есть. Минус за то, что нет мини-джека и К-порта официально заявленного стандарта защиты от пыли, брызг и влаги, и это, конечно, меня не радует. Но они пытались сделать средняк, вот так получилось. Летим дальше. Смартфон оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей Full HD+, и закаленным стеклом с двойным усилением. Соотношение экрана к корпусу 93,65%, контрастность 5 миллионов к 1, цветовой охват 100% DCI-P3 с поддержкой 1,7 миллиарда цветов и HDR10+. Смартфон имеет 20 тысяч уровней затемнения для более плавной регулировки яркости. Пиковая яркость только 950 нит, плотность пикселей 394 ppi. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, это неплохо, и ко всему есть еще и авторежим. Мультитач на 10 касаний откликается быстренько, в отличие от яблок, всего на 5 касаний. Полноценный АОТ на борту. Что касается шима, то его показатели слегка лучше средних, так как шим не поднимается выше 20%. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, и измерения пульса, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает корректно, и внести биометрические данные можно только одного лица. Сканер отпечатков пальцев работает довольно быстро. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, при этом можно завести 5 других отпечатков пальцев. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 7050 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,6 ГГц. Графический процессор Mali G68MC4, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии. Оперативная система работает хорошо, за время использования сильных лагов или тормозов я не встречал, хотя опять же я его приобретал на старте продаж и очень
приятно, что производитель озаботился, чтобы мы не получили глюков, как получили, допустим, с Pixel 8 и 8 Pro, в котором надо пару-тройку месяцев подождать, чтобы все настроилось. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 8 и 12 гигабайт, внутренняя память версии UFS 3.1 на выбор 256 или 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, VoLTE, VoWi-Fi, поддержка 5G сетей, технологии Dual 5G. Для 4G сетей 7 бенд на борту, как и 20, в отличие от китайской версии, но при этом в глобалке нет записи разговора без уведомления собеседника о начале записи. Датчик приближения отрабатывает без нареканий, Bluetooth версии 5.2, NFC-модуль в наличии, GPS-тест показывает точность 1 метр, емкость аккумулятора 5000 мАч, поддерживает смартфон быструю зарядку до 100 Вт, с 0 до сотки он заряжается за 30 минут, полностью от родной зарядки. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. PUBG с одновременным стримингом на Твиче в среднем в час уходит 22%, притом смарт сбрасывает яркость на 22% за 20 минут и греется до 41 градусов. Повторяю, что все тесты на лайв-канале в записи выложены, можете смотреть, и там есть свои нюансы с играми. Ну и, разумеется, полноценные обзоры тоже лучше смотрим, если решили что-то приобретать. И читаем там комментарии. Синтетические тесты смартфон прошел далеко не лучшим образом. Далее, основной сенсор на 200 мегапикселей Samsung ISOCELL HP3 Super Zoom с апертурой 1.69, углом обзора 85 градусов и поддержка оптической стабилизации. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием в 4 сантиметра. Запись видео доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор от Sony на 32 мегапикселя с углом обзора в 90 градусов находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Минусы: нет АК-порта, нет мини-джека, не хватает яркости, сбрасывает яркость в играх, нет запаса по производительности, да и вообще довольно странный девайс, но фотографирует он классно. Резюмируя, Realme 11 Pro Plus смартфон с однозначно стильным дизайном, хорошим ПО и удобной эргономикой, а также отличной фотосъемкой, и его можно в любом магазине прийти, потрогать и решить для себя, стоит он своих денег для вас или нет. На шестом месте моего топа красуется Google Pixel 7a, и как бы я гуглы не ругал, в их А-линейке есть огромный плюс. Со временем они стоят дешевле, а фотографируют они и правда классно. USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 2, OLED-дисплей на 6,1 дюйма, поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, основной широкий сенсор Quad PD, Quad Bayer на 64 мегапикселя с апертурой 1.89. Но поставляется данная модель без зарядного устройства, и в комплекте у нас только кабель с Type-C на Type-C, ключ для извлечения слота под одну нано-сим-карту, но можно завести eSIM, и документация. Вес смартфона 193 грамма, габариты 152 на 73 на 9 мм. Дизайн устройства такой же, как у всей седьмой линейки, тыльная часть выполнена из глянцевого пластика, а рамка из алюминия. Сборка неплохая, как и качество материалов, корпус маркий и скользкий. Установлен разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 2. Далее есть два микрофона, динамики, звучание здесь стерео, но не полноценное. Качество звука не топ, мне лично не хватает слегка громкости. Вибромотор мощный и тактильно приятный, аудиокодеков на борту достаточно. Мини-джека, как и К-порта, нет, за что минус. Смартфон имеет официальный класс водонепроницаемости IP67. Разумеется, я его топил. В полном обзоре по ссылке в описании можете посмотреть, как себя повел смартфон под водой. Летим дальше. Смарт оснащен OLED-дисплеем на 6,1 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран прямой со слегка закругленными краями. Покрыт он стеклом Corning Gorilla Glass 3 серии. Рамки просто громадные, выглядит это дело совсем неаккуратно. Контрастность 1 миллион к 1. Есть поддержка HDR с 16 миллионов цветов с глубиной 24 бита. Соотношение сторон 20 к 9, плотность пикселей 429 ppi, что хорошо. Экран выдает всего 653 люкса с максимальной яркостью. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, 120 Гц нет. Мультитач, конечно же, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Показатели шима далеки от идеала, Always On Display в наличии полноценный. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под дисплей, распознаванием лица и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работал у меня стабильно хорошо, но один и тот же отпечаток пальца можно завести 4 раза. И это печально. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под небольшим углом. Летим дальше. Процессор здесь установлен Google Tensor G2 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,8 ГГц. Также графический сопроцессор безопасности Titanium 2. Графический процессор ARM Mali G710 MP7. Операционная система Android 13 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор только 8 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на 128 ГБ, чего очень мало. И вставить microSD возможности здесь нет. Также отмечу, что по тестам память установлена не выше, чем UFS 2.1, а не UFS 3.1. Может быть, где-то что-то допилили
запретили уже сейчас, но когда я его тестировал, было все так печально. Имеется поддержка встроенного VPN на базе Google One, но данная технология работает не во всех странах. Есть поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, поддержка 5G сетей, есть версия Pixel 7a с поддержкой 5G mmWave и бендов 260 и 261 для 4G в двух остальных моделях, бенды 7 и 20 на борту. Связь смартфон ловит отлично, датчик приближения работает корректно. Bluetooth версии 5.3, NFC поддерживается, GPS-тест показывает точность 4-5 метров в городских условиях, емкость аккумулятора 4385 мАч, в PC-марке он выдал довольно приличные 8 часов 27 минут. Work Performance 11230 баллов, смартфон поддерживает быструю зарядку на скромные 18 Вт, а также беспроводную зарядку стандарта Qi, но реверсивной зарядки нет. Заряжается он не быстрее, чем за 1 час, в играх с одновременным стримингом за 1 час уходит 29%. Смартфон сбрасывает яркость и сильно перегревается, но при этом играть в целом удобно, что странно. Что не сказать про 8 и 8 Pro. Тесты он прошел не совсем хорошо, что неудивительно, но, повторяюсь, лучше посмотреть полноценный обзор, если вас что-то прям совсем заинтересует. Основной широкий сенсор Guad PD Guad Bayer на 64 мегапикселя с апертурой 1.89, углом обзора 80 градусов и 8-кратным зумированием в суперразрешении. Сверхширик на 13 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и автофокусировкой, оптическая стабилизация на борту, как и цифровая, есть функция разборчивая речь для улучшения записи голоса, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, 8К нет, как и 120 FPS для 4К. Фронтальный сенсор на 13 мегапикселей находится в верхней части экрана по центру, фокус фиксированный, а угол обзора 95 градусов. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 30 FPS. Минусы: нет мини-джека и К-порта, нет в слоте места под microSD и вторую нано-сим-карту, экран царапается быстро, смартфон греется вне зависимости от сценария использования, так как установлен процессор Google Tensor G2. К слову, это не единственный пиксель, который перегревается. Посмотрите мои обзоры на Pixel 8 и 8 Pro. Медленная зарядка, скромный комплект поставки, большие рамки вокруг экрана, нет реверсивной зарядки и лютый процент шима. Резюмирую, Google Pixel 7a хороший выбор для тех, кто любит фотографировать. Если не брать во внимание, что установлено старое железо, то для обычного пользователя это будет достаточно. Но при этом я бы все-таки советовал посмотреть сначала топ до конца, учитывая, что стоимость здесь плюс-минус везде одинаковая. И не забудьте подписаться на канал с колоколом. Если нравятся топы, пишите, на какие товары еще бы вы хотели увидеть топы на канале. Напоминаю, что в описании много различных видов топов. На умные часы, на браслеты и еще на многое другое. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. И продолжаем. На пятом месте моего топа Realme GT Neo 5. Как быстро летит время, кажется, что он уже старенький, правда? Из плюсов я выделю RGB подсветку с полупрозрачной вставкой и поддержкой 25 оттенков цвета, вибромотор линейный по оси X технологии O-Haptics, AMOLED-дисплей T7 Plus на 6,74 дюйма, частоту обновления экрана максимум 144 Гц, это прям очень много, хотя вы мало где ее увидите. Пиковую яркость 1400 нит и процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. В комплекте мы имеем силиконовый чехол неплохого качества, краткое руководство, ключ для извлечения слота, сам смартфон с пленкой, блок питания на бодрые 240 Вт с китайской вилкой и разъем Type-C. К слову, можно купить версию с блоком питания на 150 Вт. Далее мы имеем кабель для зарядки с Type-C на Type-C, слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, карту памяти сюда запихать нельзя. Габариты смартфона 164 на 76 на 9 мм, а вес 199 граммов. Дизайн необычный из-за блока камер. Выглядит он во всяком случае запоминающимся. Тыльная часть из стекла, рамка не алюминиевая. Пластик. Качество материалов хорошее, как в целом и сборка. RGB подсветка с полупрозрачной вставкой и поддержкой 25 оттенков цвета, которую расположили рядом с блоком камеры, выглядит интересно и ненавязчиво, как по мне. Персонализировать подсветку можно в настройках на смартфоне. Далее разъем USB Type-C OTG версии 2.0 и к-порт в наличии, а вот мини-джека не завезли. По звучанию мы имеем стерео с Dolby Atmos и профилями среды. Также на борту есть функция пространственного звука. Звучание хорошее, но не лучшее, я бы сказал, на уровне среднего. Ко всему, нижний динамик гораздо громче верхнего. Аудиокодеков достаточно, вибромотор линейный по оси X, технологии O-Haptics. Настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика. Официально о защите от влаги не заявляли, за что минус. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем T7 Plus на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей 1,5К. Дисплей не имеет закругленных краев, и это хорошо. Соотношение сторон 20 к 9, глубина цвета 1 миллиард цветов. HDR10 Plus на борту, плотность пикселей 450 ppi, чего, как по мне, достаточно. Пиковая яркость
неплохая 1400 нит. При прямом попадании света на экран в солнечный день яркости достаточно, но запаса большого нет. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, и на выбор также есть 60 Гц и автогерцовка. Сертификация SGS Sensitive Touch на борту, как и система защиты от случайного контакта Hyper. Touch на 1500 Гц в определенных сценариях использования, к примеру, в играх, по идее, должен работать. Имеется затемнение PWM с частотой 2160 Гц. DC-диминг автоматически включается при снижении яркости ниже 50%. Показатели шума средние, конечно, 30% не лучший результат, но не 100%, как у Samsung. Автояркость работает быстро. Always On Display в наличии, вдобавок полноценный. Далее мультитач есть, и на 10 касаний он откликается моментально. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран с поддержкой измерения сердечного ритма и распознавания лиц. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 730, также установлен чип Plus. Интерфейс Realme UI версии 4.0 и Android 13 версии. Интерфейс работает шустро, ничего не лагает и не тормозит. Google сервисы спокойно активируются через настройки на смартфоне. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8, 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей. Для 4G только 7 бенд, 20-го не завезли, 20-й есть в глобалке, но она дороже. И вы знаете, как она называется, правда, GT3. Тем не менее, связь смартфон ловит хорошо, звучание при звонках отличное, микрофоны отрабатывают на ура. Датчик приближения за время использования не подводил, что радует. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи. Разумеется, есть Play Market, разумеется, есть Google сервисы, Bluetooth версии 5.3, NFC на 360 на борту. MirPay устанавливается и платим, в отличие от новых пикселей. GPS-тест в городских условиях показывает точность стандартно для Qualcomm 3 метра. Емкость аккумулятора скромная, 4600 мАч. Смарт заряжается от родного адаптера питания на 240 Вт за 13 минут 27 секунд. Беспроводной зарядки здесь нет. PCMark при 144 Гц на 100% яркости выдал в 7 часов 7 минут, а с автогерцовкой и автояркостью смартфон выдал практически 15 часов. И это прям очень хорошие результаты. Для оптимизации расхода заряда есть много различных функций, режимов, но сам смартфон довольно быстро разряжается в играх, во всяком случае, если ему не помогать настройкой. Разумеется, есть GT режим обновленной версии 4.0, и он будет еще обновляться. В играх Smart показал себя довольно хорошо. За 1 час в игре с одновременным стримингом на Твиче уходит всего 21%. Это очень мало. Я думаю, те, кто топ сейчас весь посмотрели, они поняли, что это меньший результат из всех. То есть он не прожорливый в играх. В тестах смартфон показал себя достойно. Процессор не тротлил, стабильность неплохая, как и производительность. Основной блок камеры с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двухцветной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX890 с оптостабом на 50 мегапикселей. 8-мегапиксельный сенсор с углом обзора в 112 градусов и макрокамера на 2 мегапикселя. Поддерживается архитектура изображения Hypershot версии 2.0 и еще некоторое количество улучшенных алгоритмов и тому подобное. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, и, к слову, в этом разрешении смартфон снимал у меня 2 часа 40 минут без остановки. Для видеосъемки и фотосъемки в стоке достаточно много различных интересных режимов, вспомогательных функций, что хорошо, а в режиме микроскоп есть функция анализ кожи на базе искусственного интеллекта. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с датчиком Samsung S5K3P9, такой же, как и в Neo 3, находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него только 1080p 30 FPS. Минусы: нет телефотосенсора, нет беспроводной зарядки, нет 20-го бенда, зарядка 240 Вт, по моему мнению, не является хорошим решением, нет мини-джека, также нет возможности расширить внутреннюю память. В принципе, все как у всех. Резюмирую, Realme GT Neo 5 просто шикарный выбор, даже с учетом того, что 20-го бенда нет, и это китайская версия смарта. Советую посмотреть на него полный обзор, а также обзор на его глобальную версию. За свои деньги смартфон нереально классный. На 4-м месте моего топа красуется Xiaomi Poco F5. Он у нас бывает только в глобальных версиях, как вы помните. Он имеет мини-джек, ИК-порт, Flow, AMOLED дисплей на 6,67 дюйма и защиту Corning Gorilla Glass 5.
Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка Dual 5G, 1 124 000 баллов в Antutu и камера с оптической стабилизацией. В коробке со смартфоном мы имеем ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты, защитную пленку, наклеенную на смартфон, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Poco F5 весит 181 грамм, а габариты его составляют 161 на 75 на 8 мм. Poco F5 можно приобрести в черной расцветке с тыльной частью, выполненной под карбон. Дизайн устройства не самая сильная его сторона, рамка выполнена из пластмассы, как и тыльная часть, за что минус. Качество материалов неплохое, как и сборка, ко всему данная модель имеет водонепроницаемость класса IP53. Здесь установлен разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, микрофоны, 2 стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos, сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. На борту есть несколько предустановок звучания и кастомный эквалайзер. Качество звука среднее, но для данной ценовой категории оно хорошее. Для Bluetooth устройств F5 оснащен небольшим количеством аудиокодеков, но основные на борту. X-осевой линейный вибромотор настраиваемый и нетопорный. Мини-джек тоже в наличии, как и K-порт. Poco F5 оснащен Flow AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Плотность пикселей 395 ppi, соотношение экрана к корпусу 93,4%, экран плоский, рамки не громадные, как и подбородок, покрыт он стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии, цветовой охват 100% DCI-P3, экран поддерживает 68 миллиардов цветов и имеет контрастность 5 миллионов к 1. Из интересного есть еще HDR10+, Dolby Vision, адаптивный режим HDR, сертификация SGS Low Blue Light EX, яркость 500 нит, пиковая яркость 1000 нит, частота обновления экрана 120 Гц с адаптивным режимом. Тач на 240 Гц, в играх экран показал себя неплохо, хотя я ожидал худшего. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно, шим затемнения до 1920 Гц, шим в пределах нормы. Always on Display на борту, но не полноценный. И это печально в смартфоне за такую стоимость. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, завести можно до 5 отпечатков пальцев, что стандартно для Xiaomi. Можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца. Распознавание лиц срабатывает неплохо, даже под небольшим углом. Зарегистрировать можно до 2 лиц. Летим дальше. Процессор Poco F5 установлен Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. С техпроцессом 4 нанометра, 8 ядер, а максимальная частота у него 2,9 ГГц. Графический процессор Adreno 725, система охлаждения Liquid Cool VC версии 2.0, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии и, разумеется, будут обновления. Оперативная память LPDDR5 и на выбор 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1 на 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка Dual 5G, 4G сетей и ниже. 7 и 20 бенды на борту, связь смартфон ловит отлично, датчик приближения отрабатывает корректно и не глючит. Bluetooth версии 5.3, NFC модуль в наличии. GPS-тест показывает точность 3 метра, но по моим тестам и отзывам, как я уже говорил, смартфоны на процессорах от Qualcomm в плане GPS-навигации справляются лучше, чем смартфоны на процессорах от MediaTek. И пока ничего не поменялось. Емкость аккумулятора 5000 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводной, разумеется, нет. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 47 минут. PCMark смартфон выдал 8 часов 26 минут на максимальной яркости при максимальной герцовке, это хорошо. Work Performance 13 тысяч, в PUBG New State с одновременным стримингом на Twitch за 1 час смарт поедает 27%. Если говорить в целом, как F5 справляется с моими тестами, то он не перегревается, но сбрасывает яркость в 2 раза. Да и расход заряда я встречал куда оптимизированнее. Опять же, Poco обычно допиливают прошивку, хотя идеально ее все равно не делают. Основной сенсор OV64B на 64 мегапикселя с оптостабом, бесполезный сверхширик на 8 мегапикселей, как у большинства из этого топа, 119 градусов, и макро на 2 мегапикселя. Запись основного сенсора доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, суперстаб в 1080p 30 FPS, цифровая стабилизация, разумеется, есть. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится в небольшом вырезе верхней части экрана по центру. Запись фронтального сенсора доступна в максимальном разрешении 1080p 60 FPS. В стоковой камере много различных вспомогательных функций, режимов для фото и видеосъемки. Минусы: сбрасывает яркость в играх, пластиковый корпус, быстро расходует заряд аккумулятора, плохой ночной режим, нельзя расширить внутреннюю память, вставив карту памяти. Резюмирую, Poco F5 за подобную стоимость имеет ряд плюсов, которых достаточно для того, чтобы быть на 4-м месте, но недостаточно, чтобы попасть в тройку лидеров. И сейчас вы поймете почему. На 3-м месте моего топа красуется Xiaomi 13T. И это новинка. И да, ее можно приобрести дешевле 40 тысяч, просто зайдите в мой телеграм-канал скидок, и вы увидите ссылку на него. И не только на Али, но и на Яндекс.Маркете. Вчера он был вообще 36 тысяч. То есть во время скидок Xiaomi купить за хороший ценник всегда можно, даже у дома. Данная модель имеет водонепроницаемость
класса IP68 и все, что имеет такой класс водонепроницаемости, к слову, в обзорах я топлю. Так что можете посмотреть на канале, что погибло, что нет. Спойлер, погиб только iPhone при подобных моих тестах. AMOLED-дисплей на 6,67 дюйма, в пике яркость до 2600 нит, частота обновления экрана 144 Гц, поддержка eSIM, процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra, а в комплекте есть ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткая информация, обыкновенный силиконовый чехол, сам смартфон, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 67 Вт. Напоминаю, что 13T Pro поддерживает зарядку на 120 Вт. Весит смартфон без чехла 200 граммов, а габариты вы можете наблюдать на экране. Дизайн смартфона от 13T Pro практически не отличается, качество материалов хорошее, но рамка пластиковая. Тыльная часть черной расцветки выполнена из стекла с глянцевым покрытием. Корпус марки, так что советую носить смарт в чехле, что, думаю, вы и так без меня знаете. Установлен разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики. Качество звука хорошее, на борту есть предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, мини-джека нет, а эко-порт стандартно для Xiaomi в наличии. Смартфон имеет водонепроницаемость класса IP68, что прям огромный плюс. Летим дальше. Xiaomi 13T оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Он имеет поддержку Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG и Always On Display. Плотность пикселей 446 ppi, яркость у экрана топовая, к примеру, в пике яркость экрана достигает 2600 нит. Автояркость отрабатывает корректно, частота обновления экрана максимум 144 Гц с автоматическим режимом, тест на частоту дискретизации касания показал средний результат. Мультитач, конечно же, есть, и экран спокойным образом откликается на 10 касаний одновременно. Показатели шима могли бы быть и лучше. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но завести несколько отпечатков одного и того же пальца можно. Распознавание лица срабатывает даже под углом. Завести можно до 2 лиц, что стандартно для Xiaomi. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 8200 Ultra с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,1 ГГц, графический процессор Mali G610, операционная система MIUI 14 Global на базе Android 13 версии. Оперативная память на выбор 12 и 16 ГБ, а внутренняя 256 ГБ и 512 ГБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, eSIM, поддержка 5G, 4G сетей и ниже. Для 4G 7 и 20 бенды на борту, Bluetooth версии 5.4, последний Bluetooth. NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем, в отличие от Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Все равно, что iPhone покупаете, правда? GPS-тест показывает точность 1 метр. Далее, емкость аккумулятора стандартная, 5000 мАч. В PC-марке он выдал 7 часов 27 минут по автономности, притом на максимальной яркости герцовки в 144 Гц. Смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводная зарядка отсутствует. Вот такой вот почти флагман. Заряжается от родного адаптера питания за 42 минуты на 85%, подключение MHL смартфон не поддерживает. В играх с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем 28%. Результаты тестов и не только, напоминаю, можно посмотреть в полноценных обзорах по ссылке в описании, а на лайв-канале есть записи стримов, в которых можно посмотреть, как смартфон вел себя в игре с одновременным стримингом. Плюс еще одним кадром я делал обзор. Что это значит? Это когда я беру смартфон и снимаю себя одновременно с этим и рассказываю об этом смартфоне, что помню. Для вас какой плюс? Вы слышите, как работают микрофоны в различных условиях и видите, как работает картинка. Так что обязательно смотрим обзоры и читаем еще комментарии к ним от пользователей. Основной сенсор на 50 мегапикселей с оптостабом и апертурой 1.7, сверхширик на 12 мегапикселей с апертурой 2.2 и телефотосенсор на 50 мегапикселей. Тотальный сенсор на 20 мегапикселей находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. Минусы. Марки корпус, шим, нет мини-джека, нет беспроводной зарядки, старый разъем Type-C. Резюмирую. Смартфон Xiaomi 13T топовый субфлагман с водонепроницаемостью, хорошим железом и программным обеспечением, которое сразу было допилено. Почему? Потому что они кое-что подобное выпускали, только под другими брендами. Учитывая стоимость и характеристики, он достойно открыл тройку лидеров данного топа. И сегодня его прям реально можно рекомендовать, не задумываясь, даже несмотря первое и второе место. На втором месте моего топа красуется iQOO Neo 8 Pro. И если вы мой канал смотрите давно, вы видели, как, допустим, те же Realme версии Q я одним из первых начал покупать и обозревать на YouTube, российском во всяком случае. Вот то же самое с смартфонами iQOO. Они не особо популярны, но они прям классные. Посмотрите отзывы тех, кто купил эти устройства. Да, для покупки и последующей перепродажи это устройство не лучшее, но для пользования оно очень даже неплохое, учитывая стоимость. К плюсам данного смарта я отнесу экран на 144 Гц. И напоминаю, что iQOO это суббренд Vivo, а Vivo это корпорация BBK. То же самое, что OnePlus, Realme, Oppo и вот iQOO. Здесь у нас еще
быстрая внутренняя память, мощный и быстрый процессор MediaTek Dimensity 9220+, как раз поэтому он и на втором месте, а не на первом. Стильный дизайн и основной сенсор Sony IMX866 на 50 мегапикселей с оптостабом. Комплект поставки для IQ стандартный, есть смарт с наклеенной защитной пленкой, чехол, блок питания на 120 Вт и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Габариты смарта стандартные, весит он 194 грамма. Дизайн смартфона необычный, выглядит он хорошо. Тыльная часть моей версии выполнена из искусственной кожи, а блок камер имеет карбоновую текстуру. Рамки пластиковые, к сожалению, звук у смарта стерео, притом неплохой. Вибромотор хороший, настраиваемый, аудиокодеков на борту более чем достаточно. Смарт оснащен плоским AMOLED-экраном от BOE на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 точек. Плотность пикселей 452 ppi и пиковая яркость 1300 нит. Максимальная частота обновления экрана 144 Гц, а также есть 60 Гц и автогерцовка. Тач на 1200 Гц. Мультитач на 10 касаний естественно на борту, шим затемнения до 2160 Гц и показатели шима выше 19% не поднимаются, что очень хорошо. Полноценный АОТ в наличии, разблокируется смарт при помощи сканера отпечатков пальцев в экране и распознавания лица. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца нельзя, что уже хорошо. Во всяком случае, мне это импонирует. Ты хотя бы понимаешь, что у смартфона есть какие-то мозги, что он понимает, что это тот же отпечаток, который уже у него был. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9220+, также установлен сопроцессор V1+, графический процессор Immortals Mali G715 MC11, интерфейс Origin OS 3 на базе Android 13 версии. Google сервисы на борту, микрофризы встречаются, но очень редко. Оперативная память LPDDR5X доступна только 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 и на выбор доступна 256, 512 гигабайт. Есть поддержка 5G сетей, а для 4G есть 7 бенд. 20-го нет. Связь смартфон ловит хорошо, датчики приближения работают корректно. Запись разговора без уведомления собеседника о начале записи в наличии. Bluetooth версии 5.3, NFC-модуль есть, так что устанавливаем MirPay и спокойно расплачиваемся смартфоном. GPS стандартно показывает точность до 1 метра в городских условиях. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон показал 9 часов на максимальной яркости и герцовке экрана. Родной зарядкой полностью зарядился он у меня за 23 минуты, что очень быстро. Результаты тестов традиционно в отдельном обзоре. Они все хорошие. По камерам основной блок состоит из двух модулей и двойной LED-вспышкой. Основной сенсор Sony IMX866 на 50 мегапикселей с оптостабом, но без оптического зума. Также есть сверхширик на 8 мегапикселей и углом обзора в 114 градусов. Видео смарт может писать максимально в 8К 24 FPS, также 4К 60 FPS и ниже. Цифровая стабилизация также на борту, но суперстабилизация работает только в 1080p 60 FPS. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS. В стоковом приложении камеры есть огромное количество вспомогательных функций, режимов, фильтров и подобному. Напоминаю, что на этот смарт у меня есть еще 2 дополнительных обзора на лайв-канале и обзор на основном канале. Так что, если заинтересовал он вас, обязательно смотрим. Тем более пользователей по отзывам в моей личной телеге там уже очень много у этого смартфона. Минусы: нет поддержки карт памяти, нет защиты от пыли и влаги, официально заявленный. Разъем питания USB Type-C OTG версии 2.0, что печально. Нет мини-джека, к сожалению, 20-го бенда также нет, как и кастомного эквалайзера. Рамка пластиковая, беспроводной и реверсивной зарядки нет. Резюмирую, iQOO Neo 8 Pro имеет отличные для своей цены камеры и хорошие спеки. Он отличается от миллионов смартфонов-близнецов на наших улицах, при этом стоит адекватных денег и предлагает хорошие фото и видео возможности. Только учтите, что для перепродажи, повторяюсь, его покупать однозначно не стоит. Только для личного использования. Именно поэтому он как раз на втором месте. На первом месте у нас красуется, что неудивительно, Realme GT 5. И да, это новинка, и да, вы пропустили GT 4, потому что его не было. В Китае четверку не любят. И скоро, рано или поздно, он появится на глобальном рынке. Внешне смартфон выглядит топово. Оснащен он процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и выдает он 1 600 000 баллов в Antutu, даже в минимальной комплектации. Заряжается от зарядки на 150 Вт за 20 минут, а поставляется смартфон в комплекте с силиконовым чехлом, кратким руководством, защитной пленкой, кабелем для зарядки и блоком питания на 150 Вт. Также есть комплектация с зарядным устройством на 240 Вт. Слот у смарта под 2 нано-сим-карты, вставить microSD нельзя. Габариты смартфона 163 на 75 на 9 мм, а вес 207 граммов. На выбор имеется два цвета: серебристый и зеленый. Тыльная часть смартфона выполнена из матового стекла, рамка пластиковая, сборка качественная, дизайн интересный. На тыльной части есть настраиваемая RGB подсветка с поддержкой различных оттенков цвета и режимов, таких как режим дыхания и режим мерцания, плюс его можно настраивать. Разъем USB Type-C OTG версии 2.0 и порт на борту, но мини-джек отсутствует. Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, звучание
звучание качественное, есть профили среды и пространственный звук. Вибромоторы настраиваемые, как и интенсивность сенсорного отклика. Используется технология O-Haptics. Дисплей прямой AMOLED на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей. Соотношение сторон 20 к 9, рамки небольшие, HDR10+ в наличии. Плотность пикселей 451 ppi. Этого достаточно, но не для чтения. Повторяю, что для чтения лучше 500 ppi, и таких экранов много. И у китайцев тоже. Пиковая яркость 1400 нит, автояркость работает исправно и быстро. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, которые вы мало где, повторяюсь, увидите, опять же, если вы не житель Китая. На выбор есть 60 Гц и автоматический режим. В тесте на частоту дискретизации касания выдал смартфон средний результат. Мультитач есть, на 10 касаний откликается моментально. DC-диминг в наличии, шим поднимается до 30%, что является плохим результатом. Но DC-диминг автоматически включается при снижении яркости ниже, чем 50%. В целом это вам не Samsung, глаза вытекать не будут. И не пиксели. Сканер отпечатков пальцев с поддержкой измерения сердечного ритма внедрен в экран и работает отлично, как и распознавание лица. Понятно, что это все игрушки, я имею в виду сердечный ритм, но все равно приятно, что они придумали что-то. И это дело переносят из смартфона в смартфон. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Процессор здесь, повторяюсь, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, уже есть Gen 3 у топов, но они точно столько стоить не будут. С техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 740, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 и 512 ГБ. Версии с зарядным устройством на 240 Вт доступно 24 ГБ оперативки и 1 ТБ внутренней памяти. Поддерживается высокоскоростной Wi-Fi 7 серии, 5G, 4G сети и ниже. 20-го бенда нет, но есть 7-й. И, повторяюсь, это китайская версия Smart, и в принципе с 7-м можно жить. eSIM не поддерживается, связь смартфон ловит хорошо. Кстати, eSIM в принципе в китайских смартфонах не бывает. Микрофон и датчик приближения отрабатывает корректно. Bluetooth версии 5.3, а вы помните, мы где-то уже в топе видели 5.4. NFC модуль есть, MirPay встает без проблем, навигация работает отлично, это же Qualcomm. Пусть точность 3 метра, но в использовании смартфона от Qualcomm лучше, чем медиатековские по навигации. Емкость аккумулятора 5240 мАч, заряжается от адаптера питания на 150 Вт с 0 до сотки за 20 минут. Беспроводной зарядки нет, как и нет реверсивной. PC-марки при 144 Гц на 100% яркости смартфон выдал 8 часов 48 минут. Поддержки MHL подключения нет, значит кабелем вы к телевизору ему напрямую не подключите. В играх за 1 час с одновременным стримингом на Твиче требуется 36% заряда, это прям очень много. В этом смысле плохой рекордсмен. Есть режим GT, яркость смартфон не сбрасывает, но FPS падает и расход заряда аккумулятора не оптимизирован. И вряд ли они его прям очень хорошо оптимизируют. К слову, не забудьте, что на лайв-канале есть еще море тестов этого же смартфона, как камеры, так и игровой, а на основной обзор. А там самое главное, уже есть комментарии пользователей, напоминаю, в 1000-й раз. Тротлинг-тест Smart проходит не совсем радужно, но в Storage-тесте показал он отличные результаты, как и в основном тесте Antutu на производительность. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двухцветной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX890 с оптостабом апертура 1.9 на 50 мегапикселей, 8-мегапиксельный сверхширик Sony IMX355 с углом обзора в 112 градусов апертурой 2.2 и макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, запаса 8К разрешения нет. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Минусы: плохой ультраширик и фронталка, нет телевика, нет защиты от влаги, нет мини-джека, вставить в microSD нельзя, eSIM нет, нет 20-го бенда, нет беспроводной зарядки и 8К разрешения тоже нет. Резюмируя, смартфон Realme GT в моем топе лучший выбор по соотношению цена-качество на конец 2023 года до 40 тысяч рублей. Опять же, если это брать китайские версии смарта и если для вас критичен глобальный смартфон, то, разумеется, это сейчас Xiaomi 13T. Лучше в 40 тысяч по мне ничего не найти. 38 тысяч рублей вчера на Яндекс.Маркете. Даже никуда не надо ходить и ничего заказывать, чтобы ждать. Резюмирую я не менее нудно. Если вы до этого момента досмотрели, либо перевернули на резюмирую, обычно у меня в топах этого дела нет, но сейчас мне хочется вам выразить свою мысль. 11.11 у меня будет стрим с розыгрышем Honor Magic 5 Ultimate, но не это важно. Я буду консультировать по поводу того, чтобы я на вашем месте купил, но и это тоже не важно. Важно, что у меня все танцы — это, как многие мои знакомые мне говорят, канал про сторителлинг. То есть я рассказываю свою историю. Как я выбираю смартфон, допустим.
как я его приобретаю, на какой платформе. Чаще всего это Али, я жду распродаж. Как он мне приходит. Потом я его тестирую, потом я продаю. И отношусь я к этому устройству, к сожалению, не как к зенице ока. То есть я его не покупаю для того, чтобы трястись над ним и потом не иметь возможности продать. Я его в 99% случаев все равно продаю. Даже когда он у меня, там, не знаю, Poco F3 есть, я его все равно буду продавать. Я знаю, что Poco F3 я продам. Так вот, каждый раз, когда вы приобретаете любое устройство, если вы, а мы все стеснены в средствах, скажем так, даже миллионеры и миллиардеры, я уверен, что считают свои деньги и сколько кофе стоит и все остальное. Вы должны грамотно подходить к вопросу покупки этого устройства. Один раз разберетесь в этих смартфонах, и будет намного проще их покупать, менять, советовать друзьям, детям. Потом, потому что вы приобретете это устройство и спокойно сможете продать. Не стоит покупать те устройства, которые вы не продадите. В моем топе до 20 тысяч, который будет завтра, будет один бренд третьего эшелона, который меня аж передергивает от того, что я его туда запихал, но реально сейчас модельный ряд сузился вот так у всех производителей, а учитывая, что курс доллара аж за 90, вы понимаете, что в 20 тысяч рублей особо много и не запихаешь. И к чему это все? К тому, что третий эшелон дороже 30 тысяч рублей. У меня аж голос меняется. Не берите ни в коем случае. Никому не верьте. Почему? Потому что everybody lies. Все это прекрасно знают. Если этот третий эшелон не смог в 2 раза по срокам дольше, работая над смартфонами, а Xiaomi по сравнению, кстати, с многими третьими эшелонами просто зеленая фирма, зеленый бренд, потому что они существуют в 2 раза меньше, чем, допустим, те же Infinix. Да, Infinix производят в 2 раза дольше, но ПО у них намного хуже. Тоже касается и Tecno, и Intel, и всего остального. Не надейтесь, что вы будете самым умным и купите за копейки какую-то волшебную штуку. Есть бренды, которые вы потом сможете использовать и в итоге продать. Можете не выбирать ничего из моего топа, но прислушайтесь к себе, что бы вы выбрали. Какой-нибудь брендовый автомобиль или все-таки что-то, название которого вам тяжело произносить? Что будет проще продавать в те же деньги? В целом, свою мысль я вам донес, надеюсь. Мне было приятно, что вы посмотрели этот топ. Для меня это полгода работы, для вас это, не знаю, возможно, даже 10 минут начала и конца. Модельные ряды становятся меньше у производителей, это заметно по этому году. Я как человек, который их покупает, эти постоянно смартфоны, заметьте, в этом году я даже покупал и китайские, и глобальные версии, потому что реально смартфонов не так и много. Всем, повторяю, с девайсом в топе от меня однозначное да. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, мой личный телеграм-канал, где мы каждый день общаемся, и телеграм-канал взаимопомощи, там 15 тысяч человек, и расписывайте ТЗ, вам советуют, что лучше приобрести. В личку кидают различные магазины, я к этому не имею никакого отношения, где пользователи сами покупали и вам могут советовать, может быть, относительно какой-то вашей особой геолокации. Повторяю, с девайсом да, огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!